Этот, как его, стенд. Что тут представлено? Защита сувальных замков. Переделываем все сувальные замки. Дверные, сейфовые. Сейфовые делаем индивидуально. Защита от отмычек. Вот расскажи про вот эту защиту от перелома. Уже ее сломали, вижу, я пропустил самое интересное. Да. Но... Это львиные когти. Вот что происходит, когда сломали. Сломали, а дальше уже вытащить невозможно. Забить цилиндр внутрь. Никак, потому что они упираются, львиные когти упираются в замок. У нас вот эта вторая штука. Вторая, потому и советую, что надо две ставить. И выбить это невозможно. Я проверял, так конечно. Я ее тоже рекомендую. Особенно на вторичный рынок, так вообще классно. То есть, когда человеку нельзя переделать дверь, а надо усилить. Человек пришел к нам с этой, говорит, да вот так и так. Потом поставил бронепакет. Я говорю, ну давай ставь бронепакет. А я говорю, поставь внутрь, это классно тебе поможет. Внутрь поставил, сейчас цилиндр внутри вторым стоял. Как выбивание цилиндра под винты, под стандартный подвод. Но я частенько советую, если человек не может себе позволить что-то серьезное, я советую ставить две броненакладки. Эту броненакладку А та насквозь. и здесь броненакладку. Ну это как... И это от Выбивание. Вот это интересная тема. Здесь, смотри, два замка. Открываешь этот замок, и потом ключ открываешь сам замок. Прикольная тема. Но тут их индивидуально каждый замок делать надо. Да, ну хорошо. Всем привет! С вами снова защита дверей и замков. Итак, подведем итог выставки, которая проходила в городе Харькове на арт-завод «Механика». Итак, что мы будем рассматривать сегодня? Это защита цилиндровых замков от перелома, скручивания, вытягивания плага и так далее. Это наши есть львиные когти, которые удерживают цилиндр внутри двери. Соответственно, нам необходимо иметь здесь 9 миллиметров от замка до внутренней стороны листа должно быть 9 миллиметров. Тогда львиные когти устанавливаются свободно. Как они устанавливаются, это в других видео можно посмотреть. Ну и сегодня будем рассматривать то, что получилось в итоге испытаний на выставке. Это есть наш стенд с замочком. Внутри установлены львиные когти. Наверное, не видно, темно. Посмотрим на другом стенде, который испытывал с
Вот испытания, которые происходили. Как видно, вот они, львиные когти, зафиксирован цилиндр. Дальше уже переломанный сам цилиндр. И снова львиные когти с другой стороны. Это наш импровизированный замочек. Львиные когти устанавливаются с двух сторон замка. Дальше мы это все дело разберем и посмотрим, что в итоге у нас получилось. Итак, поехали раскручивать. Снимаем броненакладку. Броненакладка, обратная сторона. И что у нас в итоге получилось? А в итоге у нас получилось, что цилиндр был переломанный, но достать сам цилиндр не получилось. Из-за чего? Из-за того, что львиные когти удерживают сам цилиндр внутри двери. Вот, в данном случае вот она переломана. Цилиндр переломанный, а дальше львиные когти не выпускают. С двери достать сам цилиндр. Итак, будем раскручивать и смотреть, что конкретно произошло с самим цилиндром. Здесь придется раскручивать уже все и попытаться каким-то чудным образом что-либо достать. Достать не получается, значит будем пробовать откручивать сами львиные когти. Их после перелома то же самое очень тяжело уже будет раскрутить. Так, одна сторона пошла, это уже хорошо. Все, цилиндр переломанный вышел. Но это следы от инструмента, которым хватали, пытались сломать. Вот что дальше происходит. Если вам видно по блестящим частям цилиндра, фиксатор врезается в корпус цилиндра, и дальше никак он не двигается.
Соответственно, он и врезается и вот здесь, по отметине видно, как он врезался. И точно так же и с этой стороны. Вот его все отметины, где он врезался в корпус цилиндра, сопротивляясь какому-то движению. Естественно, его теми способами, теми методами очень сложно вырвать, потому что он должен двигаться по прямой, а при усилии он начинает идти под углом. И, соответственно, своими кромками он начинает врезаться в корпус самого цилиндра. Вот такая защита. Это у нас ломалась эта сторона. Соответственно, эта сторона у нас не повреждена. Чтобы увидеть, это пытались эту сторону вытащить. Выставка прошла очень хорошо, очень была уютная атмосфера. Спасибо организаторам, все было на высшем уровне. Будем надеяться, в следующем году будет еще лучше. Вот такая защита. То, что касается защиты цилиндров, была проверена на испытаниях. Всем спасибо, всем пока.